20 июля 2017 года из жизни ушел всеми любимый вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон. В своем твиттере Майк Шинода написал такое сообщение. Фанаты Linkin Park лучшие. LP Каталог сделала специальную страницу со всеми вашими мемориалами. Просто посмотрите на все эти огоньки. Один из огоньков был зажжен в пабе «Гвозди». Мы сейчас пройдем к «Гвозди», где к этому событию был приурочен вечер памяти. Вернемся в этот день, в день памяти. Linkin Park ворвался на рубеже двух веков, 20 и 21. И в этом, безусловно, можно искать некий символизм. Рок-музыка к тому времени окончательно изменилась до неузнаваемости, чуть ли не умерла. Но Linkin Park как раз тем самым, что перевернул представление о возможном не только в роке и металле, но и вообще во всей поп-культуре, дал всему этому року, металлу и поп-культуре, пускай видоизмененную, но все-таки новую интересную жизнь. И во многом это, конечно, заслуга талантливого вокалиста группы Честера Беннингтона. Орать на припеве с таким надрывом может только страдающая душа, заметил кто-то из критиков. В этом признавался и сам вокалист. Тяжелое детство, развод родителей, сексуальное домогательство, избиение в школе за то, что был слабым и странным, не таким, как все. Все это оставило след и очень тяжелое. Честер искал спасения в алкоголе, всех видах наркотиков, естественно, не нашел. Зато нашел в музыке. Всю боль выплескивал в песне, в тексте, в эмоциях, в исполнении. Группа Linkin Park появилась в 99-м. Ее почему-то причисляют к популярной тогда категории New Metal. Этакий симбиоз рэпа и тяжелой музыки. Но Linkin Park поднял планку, расширил горизонты. В самом названии дебютного альбома «Гибридная теория» уже и намек, и насмешка. Это не просто рок с рэпом. Первые же песни – хит. Первый же альбом – платина. Премия Грэмми. Группа собирает стадион. Ее крутят по всем радиостанциям, на всех телеканалах. «Гибридная теория» вошла в историю как один из самых успешных альбомов. Но следующий диск, «Метеор», на первый был совсем не похож. У Linkin Park вообще все альбомы разные. И в этом одна из сильных сторон группы – ее многогранность. Истошные крики Беннингтона сменяются его же чистым вокалом. Потом идет речитатив Майка Шинода. Рок, хип-хоп, электроника, поп, местами замысловато, местами наивно, но всегда искренне. Linkin Park называли подростковой музыкой, как бы в упрек, мол, не серьезно, но Честер Беннингтон этого и не стеснялся. Сейчас его называют голосом поколения 2000-х, одним из голосов. Честер умер в день рождения своего друга, Криса Корнелла, вокалиста Soundgarden, тоже покончившего жизнь самоубийством. Кто хочет разглядеть тут что-то символическое, обязательно разглядит. В прощальном письме Корнелла Честер писал: «Твой голос был и радостью, и болью, гневом и прощением, любовью и тоской. Все в одном. Думаю, все мы такие. Ты помог мне это понять». Слова, которые говорят уже самому Честеру миллионы его покойников по всему миру. Вот на этом самом месте был устроен вечер памяти. Все желающие в этот день могли попрощаться с Честером и отправить ему свое сообщение. Мы находимся в этом баре «Гвозди». Куча народа. Все вообще собрались почтить память Честера Беннингтона. Вот фото. На улице есть мемориал. Вот он сзади меня. А еще тут можно сделать прощальное послание ему. Сейчас пойдем попробуем записать его. Привет, я с Linkin Park уже 15 лет. Все началось с песни Somewhere I Belong. Я влюбился в вокал Честера. Эта музыка была со мной всю мою жизнь. Помогла мне пережить многие вещи. И первая любовь, и потеря мамы.
от рака. Он все время помогал пережить все это. И несмотря на то, что мое сердце было просто разбито, когда я узнал, что все это случилось, но от этого только еще больше желания продолжать жить. Каждый альбом, он попадал под какое-то собственное настроение, какие-то собственные струны души задевал. Я очень хочу, чтобы группа все равно осталась и продолжала существование. Это важно для меня, для всех нас. Я думаю, важно было бы для Честера. Еще я ощутил, что все мы большая семья по всей России, по всему миру. Мы все с вами, Россия вас очень любит. И... Всем привет. Не могу подобрать правильных слов. Я помню, мне было, наверное, лет 7. Я жил вообще в селе. Брат подарил мне кассету Linkin Park. Я помню, как просто гонял ее неделями, наверное. Честер вообще тот человек, который побудил меня заняться музыкой, равнялся на него. Каждый новый альбом, что бы кто ни говорил, это вызов, это эксперимент, начиная от первого до последнего альбома. Честер всегда будет в наших сердцах. Я хочу сказать вам спасибо. Благодаря вам мы объединились с моей сестрой, с которой воевали все детство и с которой у нас были не очень хорошие отношения. Я всегда слушала ваши песни в детстве, но если бы не моя сестра Женя, обратила мое внимание на более глубокий смысл, который вы несете, и эти песни будут нести вместе с вами. Спасибо вам большое, и продолжайте держаться, продолжайте творить ради нас и продолжайте сближать души, как вы сделали это с нами в нашей семье. Спасибо. Вообще я начала слушать Linkin Park, это было мое детство. Я была довольно странным ребенком, не совсем психически здорова. Тексты Linkin Park действительно поддерживали все это время, говорили мне, что я смогу, я справлюсь. Благодаря этой группе я познакомилась с очень многими своими друзьями, которые сейчас меня поддерживают. И я помню, когда мы узнали о том, что случилось с Честером, я была у своей подруги, и мы просто пели все старые песни, просто посвящая их Честеру. Он легенда, он никогда не умрет для нас. С группой Linkin Park я познакомился, будучи, наверное, в классе в 7-6. Сам читаю рэп, но этот материал меня зацепил в свое время и очень повлиял на мою жизнь. Любимый трек из группы Linkin Park «Breaking the Habit», потому что очень душевный и действительно настоящий. Трогает до костей, реально. Всем Peace, и планета потеряла офигенного исполнителя. Хочу сказать очень большое спасибо. Я с ними с самого их образования, с самого начала. Только они мне помогали именно переживать все мои проблемы. Это одна из крутейших групп в наше время. 2015 год. Я пошла одна. Это был самый крутой концерт в моей жизни. И нам остается только с этим жить. Я буду его помнить. Мы любим тебя, Честер. Спасибо. На самом деле очень сложно говорить, но их музыка все-таки сподвигла нас на то, чтобы мы слушали рок. Мы слушаем Linkin Park буквально с 2003 года, и это для всех было потрясением. Для нас это просто, мы как будто потеряли какого-то очень близкого человека, и после этого слезы и все песни на репите. Честер, мы скучаем по тебе. Для нас всех потеря Честера была большой утратой. В любом случае, в моем сердце Честер останется навсегда. Мое знакомство с группой Linkin Park началось в 11-12 лет. Это была самая первая рок-группа, которую я узнала. А когда мне выписали мои первые очки, мы с мамой бегали по оптикам нашего города. И я хотела получить именно очки, как у Честера. Творчество группы прошло через всю мою жизнь, но больше всего оно меня затронуло момент моего взросления. Это такой период, когда в тебе бушуют гормоны, ты не знаешь, как тебе жить, ты не знаешь, что хорошо, что плохо, что правильно, что нет. Внутренняя боль, это, которая у тебя есть в подростковом периоде, ты просто не знаешь, куда ее деть, потому что у тебя не было никогда до этого такого, ты всегда справлялся с этим сам. Я помню, что я приходила домой, я слушала Linkin Park. Я начала интересоваться английским языком, начала переводить тексты. Я поняла, что это именно то, что я чувствую, то, что я как подросток выразить не могу, потому что я с этим никогда не сталкивалась. Сейчас мне 26 лет, они со мной вместе 14 лет. Считаю, что люди должны быть вместе, нужно быть более искренними с друг другом, потому что это тот путь, которого бы хотел, наверное, для нас Честер. Я хочу сказать вам большое спасибо за то умение любить. Спасибо большое за то, что вы научили любить, и за то, что вы подарили мне любовь. Привет. Я говорю
с вами от многочисленных, наверное, поклонников из Москвы. Знание того, что Честер уже с нами нет, но оно довольно тяжелое. Просто хотелось бы сказать вам всем спасибо за то, что Честер был с нами, с фанатами все это время, что он не боялся рассказывать нам о каких-то своих переживаниях. Мы все его любим и будем помнить. Когда умер Беннингтон, для меня это стало шоком, потому что мне 17 лет, и в первый раз умер кто-то, на чьей музыке я вырос. Я желаю группе, семье и всем фанатам на земле, чтобы они всегда помнили текст песни «Messenger» из альбома «Thousand Suns» о том, что Like many other fans all over the world, I owe my life to Linkin Park. Everybody is suffering now. We miss you so much. You are one of the best men in the world ever existed. We love you so much, Chester. We miss you. Примерно в 2009 году начала по-настоящему интересоваться группой. И уже выход A Thousand Suns я встречала как фанат. Годом позже, в 2011 году, я посетила концерт на Красной площади. Это было незабываемо. Я лично говорила ребятам это на Meet and Greet в 2012 году и хочу сказать это снова. Thank you for your music. Thank you. Среди поклонников группы Linkin Park я никогда не встречу условностей, закрытости, безразличия, злости, гнева и обиды. Среди поклонников группы Linkin Park я всегда буду счастлив, спокоен и добродушен. И именно за это я хочу выразить группе самую большую благодарность. И именно в этом я вижу ее самое большое влияние. Не бойтесь показаться слабыми, заплакать в общественном месте или перед близким человеком, внезапно взорваться в приступе ярости или злости, потому что эмоции должны находить выход. Когда умирает близкий тебе человек, мы испытываем боль, равную всему теплу, которое получили от него за мгновение жизни рядом. И я хочу верить, что наша общая боль от утраты Честера, пройдя через призму наших сердец, выйдет из них в виде заботы, любви, внимания и сострадания к близким нам людям, и в особенности к тем, кто в этом нуждается. Будьте счастливы, любимы и любите. И помните, что вы не одиноки. Я просто хотел бы сказать спасибо. Спасибо всем. Майку, Джо, Робу, Брэду, Фениксу. Конечно же, Честеру. Это больше, чем группа. Это для меня это вся моя сознательная жизнь. И я всегда буду любить вас, что бы ни происходило. Те моменты, когда я встречался с вами на мит-н-гритах, это было то, что я буду рассказывать своим детям. Вашу музыку я буду передавать из поколения в поколение. Я просто люблю вас. Я просто знаю, что вся моя жизнь, она всегда будет связана с группой. Для меня никогда не стоял вопрос, пойти ли на концерт, если приезжает Linkin Park. Я еду за вами. Спасибо большое, Честер, ты мой большой друг. Я люблю тебя. Они просто неизменно очень сильно поменяли мою жизнь. Хотим сказать всем, кто любит Честер и группу Linkin Park, держитесь. Мы огромная семья. Chester, we are loving you. In the best moment of my life, there was always Linkin Park playing in my head. We will always remember you forever, my dear friend. Меня зовут Дима. Где-то в 6 лет я услышал Linkin Park композицию по MTV Numb and Core вместе с Jay-Z. И поскольку Честер был в этом клипе в кепке, одевал кепку и подпевал именно его куплет. С этого момента, наверное, в моей жизни возникла любовь к музыке. И спустя, когда мне стало 14 лет, я купил свою первую драм-машинку и начал делать музыку. Я выражаю огромное соболезнование всем его родственникам и участникам группы, и фанатам. Земля ему будет похуй. Я познакомился с группой Linkin Park где-то в 2005 году. Я ее буквально полюбил с самого первого трека, который услышал. После этого на протяжении 12 лет слушал ее. Спасибо тебе, Честер, спасибо тебе, Linkin Park. Наставили меня на путь музыки. Я очень благодарен вам. Тебя очень не хватает. Мы все скорбим по тебе, Чес. Мы знаем, что ты мучился всю жизнь. И благодаря этим мучениям, которые ты пережил, ты писал прекрасные песни, прекрасные тексты. Я тебе благодарен. Мы все благодарны. Надеюсь, ты обрел спокойствие. Мы любим тебя и не забудем. Ты лучший. Прощай, легенда. Меня зовут Тася. Мое знакомство с группой Linkin Park началось, когда мне было 12 лет. Я бы хотела выразить благодарность Честеру и вообще всей группе за то, что они были со мной все это время.
Я им очень благодарна. Я смеялась над их забавными роликами. Они поддерживали меня своими песнями, может, хотя даже и не догадывались о моем существовании. В общем, спасибо вам, и, ребят, я вас очень сильно сопереживаю, поддерживаю. Я бы хотела высказаться по поводу Linkin Park. Настя поддерживала меня на своем жизненном пути, в сложные, в радостные моменты. Она мне подарила море эмоций. Первый концерт в жизни, на который я долго копила денег, первые друзья, первая любовь. Это все было с Linkin Park связано. Ребят, большое вам спасибо. Слова Честера они поддерживали, они спасали, они вытаскивали из сложных ситуаций. Давайте запомним его таким. 19 there was a song Not Alone. I remember this day when I have heard this song, and today I want to say you that you are not alone. You are our family. You are our best friends. You are our angels, and thank you for your music, for your supporting. We want to support you this day, and we pray for your family. I pray for your family because you was my best friends for all these years, all these hard years. Thank you so much. I love it with all my heart, and I pray for you every day, every single day that I know you. Thank you. I love you. Привет, Linkin Park. Привет, Брэд, Дэвид, Роб, Джо, Майкл. Спасибо вам за все те 17 лет, что были с нами. Слушаю группу Linkin Park уже практически 17 лет. Спасибо им то время, которое я с ними провела, потому что была группа моей жизни. Спасибо. Спасибо вам за все. Тяжело говорить. Тяжело сейчас. Мы поддерживаем группу. Группа была частью моей жизни. Надеюсь, группа выдержит и продолжит выпускать дальше музыку. Ребята, держитесь все. Флаг вот на мне сейчас с концертов. Мы вас любим. Хочу передать привет всей группе Linkin Park и выразить вам скорбь свою, чтобы вы держались. Выразить скорбь семье Честера. Мы вас очень любим, и для нас это большое горе. Кому важно, что еще одна звезда погасла на небе? Нам важно. Честер, ты очень сильно помог мне и многим фанатам. С 11 лет, может даже с 10, слышу очень давно. Ты помог мне выбраться из депрессии. Мы вся твоя фанатская семья. Ты для нас очень много значишь. Мы должны держаться вместе. Вот Linkin Park — это музыка моей души. И слов не могу подобрать. Спасибо тебе за то, что ты был. Спасибо, что сделал группу настолько прекрасной, за всю революцию созданную. Спасибо огромное. Не стало одного из самых любимых людей поколения, кумира Честера Беннингтона. Эта новость была очень неожиданная и внезапная. Он будет жить в нашей памяти, в наших сердцах. И все мы его запомним таким, каким он был, самоотдающимся, и никогда не забудем его. Не забудем то, что он сделал для всех нас, для целых поколений. Приятно, что люди, которые собрались здесь, решили почтить память его. Здравствуйте, мои кумиры. Держитесь, ребята, и верьте в то, что он все равно остался жить в наших сердцах. Лично мне спустя 7 лет ваши песни до сих пор помогают жить. Тот вклад, который он сделал, неоценим. Он останется с нами навсегда. Его музыка будет жить вечно. И все мы с вами должны объединиться сейчас. Ведь мы все настоящая семья. Спасибо. Первый раз я услышала группу Linkin Park в 12 лет. И это повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. Я благодарю Честера и группу за все, что их музыка сделала для меня. Это огромная потеря для всех нас, для меня. И, конечно, я никогда не забуду этого человека. Такое ощущение, что группа всегда была где-то со мной. Надо не бояться говорить, если ты чувствуешь себя плохо. Хотелось бы сказать, что я пришел сюда отдать дань уважения своему брату, своему другу. Живите, любите жизнь, наслаждайтесь ей. Я хотел бы выразить еще раз соболезнования родным и близким Честера. И хотел пожелать каждому человеку на земле, чтобы он переборол своих внутренних демонов. Мне бы хотелось поблагодарить за эту прекрасную музыку, которая всегда была со мной. И она всегда будет со мной. Просто спасибо. Честер Беннингтон навсегда в моем сердце. Я очень тебя люблю. И я люблю группу Linkin Park и безгранично благодарен за то, что вы так повлияли на меня. Rest in peace, Честер. Ты навсегда останешься в моем сердце.
Я считаю, что музыка – это одно из самых прекрасных творений в этом мире. У каждой эпохи есть свои кумиры, которые ушли. Это очень больно на самом деле, когда ты понимаешь, что ушла просто частичка твоей души. Ребята, просто держитесь, мы с вами. Спасибо Линкин Парку за эти песни, за то, что они вселяли в нас силы жить за эту энергию, за эти слова, за эту музыку, за эту поддержку. Мы полностью разделяем с вами ваши эмоции, вашу потерю, и мы скорбим вместе с вами. Держитесь. Спасибо вам большое за все. Я не понимаю, как передать все свои эмоции. Вы просто посмотрите вокруг, вы посмотрите на людей, которые здесь в эту группу объединила не просто тысячи, да, или сотни тысяч, это миллионы людей по всему миру. Это моя жизнь, это все, что было со мной до сегодняшнего дня, и то, что будет со мной до конца моей жизни. Спасибо вам большое за то, что вы делали. Спасибо тебе, Честер, за то, что ты был с нами все это время. Надеюсь, что это видеосообщение либо дойдет, либо уже дошло до группы, потому что сегодня здесь собрались люди, которым не безразлична группа, не безразлично их творчество. Возможно, банальные слова, но эта группа очень сильно повлияла на меня. Благодаря им я люблю музыку, я увлекаюсь музыкой. Желаю каждому ценить жизнь и любить жизнь. Любите всех тех, кто находится с вами рядом, всех близких, родных, друзей, и цените все, что у вас есть. Это самое главное. Все мы большая семья. Я никогда не видел такого единства людей вокруг этого горя по всей России, по всему миру. I know it's not alright, so I'm ready.